Друзья, приветствую вас на новом уроке по светотени. Для начала я вам хочу рассказать, что когда вы рисуете портрет графический, черно-белый, у нас есть два таких доминирующих: черное и белое. То есть у нас рисунок находится в неком диапазоне. Есть где-то середина, ближе к черному, ближе к светлому и так далее. Сейчас вот на примере вот этого шарика я вам расскажу все вот эти названия, которые используются в академической школе. В общем, тени, полутени и прочее. Смотрите, вот наш предмет. Место, где у нас самое-самое освещенное, кроме вот этого, это называется свет. Вот это место называется блик. Блик может быть на каких-то мокрых поверхностях, на глянцевых поверхностях. А матовые поверхности обычно блик такой не бросают, поэтому они довольствуются только светом. Есть у нас еще тень. Тень бывает собственная, кстати. Вот собственная. А от предмета тень падает уже падающая, называется тень. Итак, у нас есть свет и у нас есть тень. А между ними плавно из света в тень переходит полутень. Вот это место, которое у нас не темное, не светлое, это отражение от поверхности, на которой находится наш шар. Это отражение от поверхности называется рефлекс. Итак, у нас есть блик, свет, полутень, тень и рефлекс. Вот, собственно, все наукообразные слова. Больше я не хочу ничего рассказывать вам по светотени, скажем так, наукообразных текстов я вам больше давать не хочу, потому что на практике вы практически не будете этим пользоваться. Вам это не нужно будет. Дело в том, что наш курс посвящен рисованию портрета с фотографией. И как расположены тени, полутени и прочие предметы на лице человека, вы можете посмотреть на фотографии. Вам достаточно просто понимать, что все вот эти вот отношения света и тени происходят от источника света. То есть предмет имеет тень, свет, блик от того, как он располагается по отношению к свету. Если он расположен, кстати, близко, дальше или еще дальше, то это тоже влияет. Вот видите, здесь все у нас эти отношения очень резкие и подчеркнутые. На удалении все это смягчается. Когда совсем далеко, контрастность у нас уменьшается и даже нету блика. Смотрите, у нас тоже здесь может быть даже и не использован весь диапазон от самого черного к светлому. И когда вы рисуете портрет, вы сразу посмотрите перед раскрашиванием, убедитесь, есть ли у вас самые-самые черные места, которые можно сразу закрашивать краской. Если нет, если видите, что краска может быть еще чернее, чем самые темные места, которые вы видите на фотографии, то имейте это в виду. Если вы перечерните, у вас будет портрет не похож в отношении светотени с фотографией. Теперь хочу показать вам на примере рисования портрета. Вот я начал рисовать портрет. Глаза. Видите, самые темные места я сразу смело нарисовал. Также с самыми темными местами смело можете поступать и на других объектах, если эти темные места имеют место быть.
вот здесь вот темные места, вот это и вот это. Я их сразу нарисовал такими же темными, какими они должны быть. А вот эти полутени я не стал сразу делать все так, как будто бы они уже имеют законченный вид. Я лишь на 50%, наверное, только нанес. Потом, когда у меня будет все остальное, у меня будут нарисованы все объекты, нос, губы, усы, вот эта челюсть, вот эти все тени, которые будут, контуры у меня подчеркнуты, волосы. Вот когда я все это нарисую, тогда я буду плавно идти от темного к светлому, и у меня будет вся тональность закончена. Вот видите, усы я тоже не стал сразу темнить, но приблизился максимально к исходнику. Но не более того. Я, скажем так, оставил небольшой запасик. Потемнее можно сделать, а вот светлее уже навряд. Вот смотрите, собственно, все предметы у меня нарисованы. Можно приступать к светотени, но я сначала разберусь с волосами, чтобы больше не возвращаться сюда. Обычно я так и делал, сейчас отступлюсь от темы по светотени. Обычно я всегда сначала рисую волосы, а потом уже лицо. Почему? Потому что когда я нарисую, если наоборот я нарисую сначала лицо, а потом волосы, я, возможно, буду упираться рукой на нарисованную часть и буду пачкать и затирать светлые места, которые тут есть. Поэтому я начну сразу с волос, а потом уже перейду к лицу. Итак, смотрите, у нас волосы будут иметь так называемое контровое освещение. То есть у нас здесь будут мелкие подсвеченные белые волоски, так называемые. Как их нарисовать на белом листе бумаги? Этот белый лист нужно сделать темным листом, и потом ластиком, как будто бы мы рисуем белым цветом, будем рисовать по темному листу бумаги. Вот я затемняю наш лист бумаги. Я его затемнил и уже нарисовал ластиком. Видите, вот так это было сделано. Далее закончил с волосами. И теперь можно уже приступать к рисованию теней, полутеней, света, все, что есть, все, что нам нужно нарисовать на нашем лице. Я постепенно иду. Нос уже практически закончен. Лицо уже оживает, но еще не совсем закончено. Обратите внимание, здесь у нас начинает уже появляться тень. Она будет переходить на воротник, вот сюда немножечко на плечо. И вот у нас практически законченное лицо. Осталось поработать с детализацией, но грубая тень, полутень уже готова. Далее я работаю с одеждой. А вот сейчас портрет закончен. Смотрите, самое главное, вот, мне кажется, даже если бы мы не понимали вообще, как работает светотень, как у нас реагируют предметы на освещение. Если мы просто будем все копировать как есть, у нас, скорее всего, через несколько упорных тренировок начнет получаться и без знания этого. Итак, друзья, давайте просто посмотрим в сравнении с точки зрения светотени, что у нас получилось. Вот посмотрите, здесь у нас падает тень, как я говорил, от головы. И здесь у нас тоже падает тень от головы. Степень ее темности определяет степень темности вот этих вот теней и степень светлости светлых участков определяет контрастность
То есть, если вы это очень жестко все подчеркнете, у вас будет очень контрастный портрет. Но с этим тоже желательно не перестараться. Должно быть очень мягко, как на фотографии. Смотрите, вот здесь у нас тень, видите? А здесь вот она уже светлее, уже можно сказать полутень. Вот здесь вот очень темная тень. Ухо, посмотрите, она тоже имеет контровой свет. То есть немножечко она подсвечена. Оно подсвечено, прошу прощения. И здесь. То есть вот эти все детальки я учел, очень внимательно рисовал их. Но можно, конечно, попридираться, посмотреть. Вот, например, здесь вот у нас ухо имеет такой глухой блик, такой рефлекс. А здесь он у меня немножко ярче, чем на исходнике. Ну, вот насколько точно вы сможете все копировать, настолько реалистичнее у вас будет портрет. Знаете, если не смотреть на портрет в сравнении с фотографией, вот как здесь рядышком, а смотреть только на фотографию, то с первого взгляда может показаться, что это фотография. Это уже, конечно, хорошо, но еще не полный успех, если говорить о реализме. То есть, что я называю реализмом? Реализмом я называю полное сходство предмета с портретом. Полное сходство. Ну, собственно, выводы делать не мне, а вам. Спасибо вам большое за то, что посетили этот урок. Давайте сделаем только один главный вывод. То есть нужно просто понимать, как устроена светотень. Это я объяснил в начале урока. А когда вы будете на практике рисовать, вам просто нужно, достаточно этого понимания, просто нужно копировать все как на фотографии. И тогда вы не ошибетесь. Потому что фотография, она настоящая. Она не обманывает. Фотографии все верят, что оно так и есть. Если, конечно, нет искажений каких-то, эффекта вытянутой линзы, когда ближе к краям фотографии предмет растягивается. А так, если все правильно, то нужно рисовать как на фотографии. Всем спасибо большое за внимание. Всего доброго.